Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта каракум. Торт очень легкий и очень вкусный. Он получается большой, и чем больше он у вас хранится, тем он становится вкуснее. Попробуйте его приготовить, мне кажется, получится у всех. Рецепт старый, из 80-х годов. Этот рецепт пекла и моя мама, и моя бабушка, и пекла и я. Он получается, как вам сказать, очень-очень нежный пирог. Пирог-торт нет, скорее всего, это пирог все-таки, потому что крема в составе этого торта нет. Попробуйте его сделать, мои дорогие. Несложно, быстро и очень-очень вкусно. Сегодня для нашего рецепта нам понадобится 250 грамм сливочного масла. Можете, конечно, взять маргарин. Я буквально на 2 секундочки отправила масло в микроволновку, и оно у меня вот так подтаяло чуть-чуть. Но не растапливайте его. Добавляем 100 грамм сахарного песка, щепоточка соли и хорошенько все это размешиваем. Масло должно быть мягкое, но не растопленное. Все это перемешиваем. Сегодня у нас будет замечательный пирог, торт, как хотите его называйте. Называется он каракум. Очень-очень вкусный и очень легкий. Сейчас нам нужно будет яйца разделить белки на желтки. Отделить белки от желтков. Белки нам нужно будет оставить в сторону пока что, а желтки отправляем в тесто. Можно белки положить даже в холодильник пока что. Размешиваем желточки вместе с маслом и сахаром. Все это делается быстро, нам пока даже миксер не понадобится. Добавляем ванилин или ванильный сахар и соду. 1 чайная ложечка соды, которую нужно будет погасить уксусом, приблизительно 1 столовая ложка уксуса. Можно положить 2 чайные ложки разрыхлителя. Никакой разницы не будет. И все это тоже также надо будет перемешать. И здесь у меня мука. Мука у меня уже просеянная, 450 грамм. Я ее буду добавлять 2 этапами. Мукой тесто не забивайте. Лучше добавьте вначале 400 грамм, а потом, если нужно будет, добавляйте еще 50 грамм. Просто я знаю свою муку, поэтому я сразу отвешиваю 450 грамм. Уже, конечно, венчиком невозможно работать, поэтому замешиваю рукой. Очень быстро тесто у нас замешивается. Вот такое мягкое оно получается, очень мягкое, но к рукам не липнет. Делаем вот такую колбаску. И сейчас нам нужно будет разделить все тесто на 3 части. Я делаю 3 одинаковые части, приблизительно по 300 грамм у меня получается. Кладем в мешочек, каждую часть отдельно. 2 части у нас пойдут в заморозилку, а 1 часть в холодильник просто. Третий кусочек теста открываем немножко вот так на столе и добавляем 1 чайную ложечку какао. И нужно будет какао смешать с тестом. Тоже это все делается очень быстро. Рецепт вообще не сложный. Очень-очень легкий. И вот такое тесто у нас получилось. 1 шарик у нас будет шоколадный. Его мы сейчас тоже положим в пакетик. 2 шарика, 1 белый и 1 шоколадный, пойдут в заморозилку, а 1 белый шарик пойдет просто в холодильник. В заморозилке нам нужно будет подержать тесто приблизительно где-то около часа, чтобы оно хорошенько замерзло. И то же самое, 1 кусочек будет лежать в холодильнике, отдыхать тоже 1 час. Пока тесто у нас отдыхает, мы займемся орешками. Нам нужно будет взять 100 грамм орехов. Орехи грецкие. Я орехи не обжариваю, но если вы хотите, вы можете прекрасно обжарить орехи. Кто как любит. Их нужно будет крупно порезать или же в блендере буквально 1 секундочку промолоть, чтобы остались вот такие крупные кусочки. И вот пришла очередь белков. Белки добавляем соль, ванилин или ванильный сахар опять-таки и начинаем взбивать. Буквально вот так секундочку до пенки взобьем.
И добавляем сахарный песок. 2 столовые ложки сахарного песка нам нужно будет добавить. Сюда я добавляю сахарный песок даже не для вкуса, а для того, чтобы белки у нас стабилизировались и были более крепкие при взбивании. С сахаром они лучше держат форму. Белки я уже взбила. Сюда нужно будет добавить 400 грамм джема или повидла. Ну, конечно, вкуснее джем. Джем берите хороший. Я беру абрикосовый джем. И видите, в нем даже видны кусочки абрикосиков. Чем вкуснее будет джем, тем вкуснее будет ваш пирог. Абрикосовый джем немножко с кислинкой у меня. Не совсем он сладкий. Начинка получится бесподобная, мои дорогие. Сюда же добавляю орехи. Конечно, мне нужно было взять побольше формы для взбивания, но ничего, все поместится. И сейчас нам нужно будет все это перемешать хорошенько. Орехи, джем и белки. Можете взять также и клубничное варенье, джем, повидло, что хотите. Но главное, чтобы там были кусочки ягодок, так получится намного вкуснее. Духовку разогреваем, включаем разогреваться на 175 градусов. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре. На дно я постелила пергаментную бумагу. Первый кусочек теста, который мы держали в холодильнике, нам нужно будет распределить по донышку. И вот таким образом мы должны будем сделать чуть-чуть бортики. Сверху отправляем ровно половину, приблизительно, конечно, не ровно, половину от нашей начинки. Распределяем все это равномерно. Второй кусочек теста я уже снимаю, вытаскиваю из-за морозилки. И его нам нужно будет натереть на вот такой крупной терочке. Второй слой у нас тоже белый. А вот уже наверх пойдет уже шоколадная стружечка такая же. Отправляю остальную начинку сверху. Аккуратненько все это распределяю. Выравниваем. И теперь нам нужно будет шоколадный шарик то же самое, точно так же натереть на терочке. Распределяем равномерно всю нашу стружечку вот так по краешкам. И все, отправляем выпекаться. Пирог выпекается ровно 55 минут у меня при температуре 175 градусов. Видите, пирог у меня уже выпекся, и он абсолютно не осядет при остывании, потому что он очень хорошо пропекся, и безе тоже пропеклось. Прошло буквально где-то 40-45 минут, я его посыпаю сахарной пудрой. Немножко остыл пирог. Пройдусь ножичком вот так по краешкам, потому что бумагу я на бортике не постелила. Такой пирог у нас получается. Ну что вам сказать, он просто замечательный, бесподобный по вкусу и очень легкий в приготовлении, как я вам уже сказала. Попробуйте его спечь. Кто его не пробовал, мне кажется, его пробовали, конечно, все. Мои ровесники точно пробовали его. Но кто его не пробовал, попробуйте спечь. Вот сейчас порежем. Получается сверху очень такая хрустящая корочка, а внутри он мягкий, нежный и ароматный. Очень вкусно получается с абрикосовым джемом, с персиковым и с клубничным тоже получится не хуже. Внутри, конечно, посмотрите, все пропеклось бесподобно. Мне кажется, вам всем понравится. Он вкусный, легкий, быстрый. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если вам нравятся мои видео. Нажимайте на колокольчик, конечно, чтобы мы не потерялись. И будем дружить. Всех люблю, всем приятного чаепития и приятного аппетита.
Пока-пока.